Итак, продолжаем дальше работать с нашим цветком. Цветок уже высох. Вот он у меня как выглядит. Вот такой я немножко развернула листики. Видишь, лепесточки вот эти вот нижние. И он у меня стал более естественным. Вот так хочу его сохранить. Вот что значит лепестки с лютончиками. Вы закипаете их так, как вам надо. Надо завернуть в одну сторону, надо в другую. Вот он такой мягенький, очень такой красивый, нежный получился. Так, продолжаем дальше. Вот наши листики, которые нам надо собрать. Вот гофробумаги. По цвету немножко не подходит, но потом это все можно затонировать. Здесь еще нашла ленточку, которая обычно работает. Вот здесь вот цвет более такой натуральный. Для лепестков можно потом сверху будет обклеить еще атласной ленточкой. Но это еще мы посмотрим. Может быть, и ничего не понадобится. Посмотрим. Теперь у нас застежка должна быть. Вот у меня такая застежка. И вот у меня уже есть атласный кусочек атласа. Тоже достаточно натурального цвета листвы. Тоже апретированный уже желатином. Вот, я что сделала? Я просто отметила вот кончики, вот эти вот места, где нужно сделать сразу, что туда мы сейчас вставим нашу заколочку. Но предварительно нам нужно взять и обработать края зажигалкой. Вот так. Вообще, обычно делают чашелистик, на чашелистик уже помещают заколку. Но в этот раз я чашелистик делать не буду. Решила немножко сжульничать. Вот. Видите, что я сделала? Я немножко обработала зажигалкой, и те следы от ручки, вот пиши, стирай, они у меня, видите, тоже почти исчезли. Вот. Но, тем не менее, они тут вот я примерно знаю, что это вот здесь вот должно быть. А с этой стороны вот здесь это будет. Вот, отверстие я сделала. Берем с изнанки немножко клея, выставляем один край на лицо, поворачиваем иголочку вот сюда, край упал, ну вот, как следует прям выводим, чтобы заколочка аккуратненько, ровненько подклеилась. Закрываем. Вот что получилось. То есть вот деталь с заколочкой, она у нас уже готова. Ну, лучше, конечно, как я вам говорю, делать чашелистик. Как он делается, чашелистик? Чашелистик делается, здесь будет край его, и с этой стороны вот такие вот листики, как бы обычно где-то 5 или 6. И здесь вот заканчиваю. Они также обрабатываются примерно как вот листья, только более такими вот длинными прожилочками, и подклеиваются прям вот к основанию, даже вот за основание вот сюда вот они выходят, вот, и вовнутрь чуть выше будет крепление, да, то есть вот застежка будет как бы вот выше, не на основании, а вот выше. Вот, теперь застежка у нас готова. Теперь сделаем наши листики. Листики мы берем вот 3 листика. Один чуть выше, второй. Так вот сделаем. Второй, третий. Вот ими 3 листика. Я их могу прям даже вообще все вместе вот так вот сложить. Все 3. Промазать все клеем. Взять гофробумагу, положить под углом вот косой. Вот таким образом полностью все склеить. Получилась вот такая веточка. Я ее все-таки, наверное, еще раз промажу клеем и приклею атласную ленту. Беру ленточку, краешек ленточки, выкладываю к основанию и аккуратно вот так ленточку приклеиваю. Здесь надо постараться, чтобы ленточка очень-очень-очень красиво легла. Закручиваем, краешек обстригаем. Теперь нам нужно расправить листики в одну сторону, в другую сторону. Опустить сначала вниз, вот так, а эти стороны вот так вот приподнять. И можно даже немножко вот какую-то форму нашей веточки придать. Как-то уложить красиво. Вот так, например. Чтобы эти 3 листика смотрели вот сюда, например. То есть, чтобы они выходили, были видны из-под розочки. Вот. Теперь у нас еще есть 2 листика. Мы их тоже вместе складываем. Промазываем. Сначала проклеиваем гофробумагой
Чего мы это делаем? Чтобы просто держалось лучше. Когда они два склеены, потом еще будет атласной лентой. Это будет совсем хорошо. Все-таки качество работы должно быть отличное. Делали. Теперь с другой стороны. Берем атласную ленту. Главное здесь хорошо у края ее кончик закрепить. Чем хорош клей ПВА, вот этот, то что он, даже если его намажешь, эту ленту клеем, она высыхает и становится прозрачной. Вот так вот кончик несколько раз мы закрепили, и только после этого уже идем постепенно вниз. Ленточку шириной 3 миллиметра. Обычная атласная ленточка, которую мы вышиваем. Вот. И под углом вот так вот срезаем. Все. Теперь расправляем. Отправляем листики вниз и вверх. И можно еще вверх. Вниз, вверх и вот так вот. Чтобы объемные такие были. Вот что у нас получилось. Теперь займемся. Смотрите, что у нас получается. Вот так. Теперь займемся самим стебелечком нашей розочки. Вот мы его выпрямляем. Так, смазываем полностью клеем. Берем гофробумагу. Основание очень хорошо прокручиваем здесь вот. Вот так. И далее не нужна. Вот. Теперь смотрите. Сразу же должны найти место нашим листикам. Вот, допустим, здесь. Сразу их выкладываем, как они должны идти. Вот эти здесь у нас, а вот два листика, они будут, наверное, вот так, наверное. Вот, место я им нашла. Так, скрепила все. Теперь беру вот таким образом еще клей. Беру гофробумагу. Скрепляю сначала гофробумагой все. Так. Убираю. Теперь беру и еще раз промазываю все клеем со всех сторон. Вот так промазываю все. Хорошо со всех сторон. Ленту беру. У основания, прям туда вот к основанию, несколько витков сейчас делаем, для того, чтобы наш конец нашей ленты очень хорошо скрепился. Так, пляю. Я не могу показать, неудобно будет вам показывать. Я просто точно так же обкручиваю ленточку полностью на стебелечке. Стебелечек получается широкий, толстенький, то есть вот. И ленту мы должны вложить прям туго-туго, особенно вот у основания потрудиться и очень хорошо ее подклеить. И далее уже будет легче. Вот. Далее собираем наш стебелек. Здесь вот длинный стебель не нужен. Я вот даже сейчас возьму его. Вот это вот все лишнее. На мой взгляд, я его беру вот так и обстригаю. Нам не нужно, чтобы он выглядывал только чуть-чуть. Она будет только мешать. Вот как следует проходим до конца. Ленточку не жалеем. Сколько уйдет, столько уйдет. Так, кончик еще раз промазываем клеем. Здесь вот очень важно закрепить хорошо. Сверху прошлись и дальше идем опять вниз. Закрепили немножечко. Вверх опять поднялись, опять идем вниз. И где-то вот на расстоянии от кончика сантиметра 2 ее обстригаем по косой. Прям по косой. Так, теперь берем еще клей, еще промазываем кончик и теперь уже до конца вот так вот закрепляем до тех пор, пока она полностью приклеится, то есть хорошо ляжет прям на стебелек. Вот что потом надо сделать. Потом надо очень хорошо все это высушить, и только после того, как оно все хорошо высохнет, вы этот стебелек просто уложите вот на лепестки, чтобы не торчал он вот так, а лежал хорошо. Я вот пока не буду его трогать, да, я сейчас посмотрю, вот что у нас вот здесь вот получилось. Так, вот как выглядит наш цветок. Достаточно мобильный еще. Можно
вот его поразвернуть, все лепестки, листья. Ну вот то, что на литонах, его всегда можно двигать, и ничего с этим не... Как бы от этого цветок не станет хуже, что получилось. Теперь мы смотрим. Верх цветочка, конечно, вот так. Я считаю, что все-таки вот это вот центр будет. Поэтому вот здесь нашу заколку мы должны поместить вот именно вот здесь. И каким образом? Мы ее, смотрите, полностью всю смазываем клеем. Вот, размазываем клей по всей поверхности. Вот так. И смотрите. Так, где она у нас будет? Застежка нет, вот так вот надо ее, да? Подождите. Удобнее вам, чтобы она закрывалась с этой стороны или с этой. Это, в общем, смотрите сами. Вот, я накладываю ее вот в это место. Видите? Вот, и лежит на лепестках. И вот это место, нижнее, я просто подклеиваю к стебелечку. Вот, здесь вот, к стебелечку. Это место надо очень хорошо закрепить. И далее вот тут она должна сама подклеиться. Что я сейчас делаю? Я сейчас оставлю наш цветок для того, чтобы он хорошенечко высох. Видите, что получается? Я уже тут как бы уложила стебелек вот сюда вниз. Здесь он должен, самое главное, он должен здесь вот хорошо подклеиться. Здесь он тоже сейчас высохнет и тоже приклеится. Закрою стебельки вот этих вот листьев. И только после этого уже можно работать, ну, то есть расправлять цветочек. И он, в принципе, у нас уже готов. Вот так он у нас выглядит с изнанки. И вот так наша розочка выглядит с лица. Моя ностальгия по цветам удовлетворена. Я опять сделала вот такой красивый цветочек. Желаю вам еще более красивых цветочков, чем у меня. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.